Поговорим об отношениях между кишечными бактериями и вирусами. В вашем кишечнике имеется то, что называется микробиом. Не знаю, в курсе ли вы, но это совокупность не только полезных бактерий, но также в кишечнике есть дрожжи, паразиты, там имеется даже кандида и вирусы. Да, я знаю. Есть такая штука ВЛП, вирусоподобные частицы, и их очень много внутри и вокруг вашего тела. ВЛП не заразны, они не внедряют гены в клетки, но это подобные вирусам частицы, существующие в организме. О них не так много известно, но исследования проводятся. Не хочу вас встревожить или напугать, но существует кишечный виром человека. Это скопление вирусов, живущих в вашем теле, и таких много. Не забывайте, сколько внутри нас бактерий. Триллионы. А эти вирусы превышают число бактерий в 10, а иногда и в 20 раз. Эти вирусы сосуществуют с вами и чаще всего не создают проблем. Разве что у вас ослаблен иммунитет или есть какая-то медицинская проблема. Тогда вы становитесь уязвимы, и они создают проблемы. Но у вас в организме уже живет множество вирусов. Вот почему так важно поддерживать иммунитет очень сильным. Об этом в новостях почему-то не говорят. А у вас в тылу сидит целая армия иммунных клеток. Не только белые кровяные тельца, но и микробиом, полезные бактерии. Это тоже часть вашего иммунитета. Я расскажу, что они делают для того, чтобы ваш иммунитет оставался крепким. Если у вас мало полезных бактерий, скажем, после антибиотиков, то вредные бактерии начинают процветать. Также, если вы едите продукты, вызывающие воспаление, уже одно воспаление может сместить баланс от полезных бактерий к вредным, и вы потеряете множество разных полезных бактерий. А полезные бактерии, микробиом, помогают поддерживать в целости кишечный барьер. Итак, представьте, вот толстая кишка, а вот ее слизистый слой с обеих сторон. И прямо за стенкой кишечника у вас есть слой лимфы, лимфатическая ткань. И здесь находится много белых кровяных телец и иммунных клеток. Итак, тут защитный слизистый слой. А здесь полезные бактерии, а также многие патогены и вирусы тоже здесь живут. Итак, один из ключевых моментов в том, чтобы эти бактерии работали и строили вот эту стену, не позволяя плохим парням пересечь эту стену и попасть в организм. Это ваш миграционный контроль. Надо иметь действующий паспорт и получить в нем штамп, чтобы получить доступ внутрь. Так что это защитный механизм, оборона. Итак, полезные бактерии и белые кровяные тельца обеспечивают вам защиту от патогенов. Полезные бактерии следят за целостностью кишечного барьера. Также они сдерживают воспаление. Это важно. Еще они конкурируют за пространство и пищу, не оставляя враждебным бактериям места и пищи. Полезных бактерий очень много, и они просто конкурируют за место и еду. Это одна из стратегий. И они подавляют патогены этими двумя механизмами и многими другими средствами защиты от микробов. Они способны напрямую убивать патогены, помогают улучшить ваш иммунитет. Поедая клетчатку, например, из овощей, они производят короткоцепочечные жирные кислоты, и одно лишь это способно снижать воспаление и помогать иммунитету. Кстати, одна из короткоцепочечных жирных кислот — масляная кислота. Она очень хороша против воспалений, нормализует сахар в крови и питает клетки кишечника. Так что эти бактерии производят пищу для ваших клеток. Также существует взаимосвязь между бактериями в вашем кишечнике и дыхательными путями. Если подумать, то эти бактерии, а их триллионы, живут не только в кишечнике, но и за его пределами, в легких, помогают их защищать. То есть они определенно взаимосвязаны
по всему организму. Есть даже связь между вашими бактериями и клетками кишечника. То есть в иммунной системе происходит тесное взаимодействие. И если система полезных бактерий у вас недостаточно целостна, вы очень уязвимы для всевозможных патогенов и инфекций. Кроме того, желчные соли, перерабатываемые и модифицируемые полезными бактериями, борются с микробами. А еще микробиом обладает противовирусными свойствами. И вам надо понять, что многие из этих патогенов обожают сахар, особенно кандида. Так что это то, чего так легко избегать, чтобы поддержать иммунитет. Также иногда нужно пополнять ряды полезных бактерий. Поэтому я всегда советую периодически прибегать к пробиотикам, чтобы поддерживать численность полезных бактерий, а также к пребиотикам, то есть клетчатке. Эти бактерии любят клетчатку. Если употреблять по много овощей каждый день, вы будете давать им пищу, которую они очень любят. И если вы не видели мой ролик о пищеварении, он очень простой, но очень информативный. Вот он, посмотрите.